Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о деревенских алкоголиках на скандальных картинах Василия Шульженко. Русский художник, год рождения 1949, творящий в стиле гротескного реализма, который на своих картинах предпочитает изображать опустившихся алкоголиков из российской глубинки и все, что связано с их жизнью и неумеренным употреблением спиртных напитков. Его персонажи зачастую не вызывают никаких чувств, кроме самых негативных. Художник словно бы нарочно отображает всю низость человеческой натуры, а заодно уродует и искажает лица героев своих картин. Лица у них обычно всегда опухшие, похмельные, со следами многодневного запоя. Он смело искажает пропорции людей. Даже Ленин на его картине выглядит одутловатым и могучим, словно бы много лет занимался культуризмом или тяжелым физическим трудом. Его картины редко кого оставляют равнодушными и вызывают самые разные эмоции, от восторга за желание показать правду жизни до резкого неприятия. Как можно возводить такой поклеп на русских людей? Неужели Шульженко и в самом деле думает, что все люди в провинции именно такие? Наверняка не думает. Он хоть и родился в Москве и прожил там всю жизнь, все же в силу возраста понимает, что люди в Москве, в провинции, даже в самой глухой деревушке разные. Есть хорошие, есть плохие. Да и внешний лоск не главное. Можно быть спившимся алкоголиком и замечательным человеком. А можно хапугой и взяточником, хоть и работать на престижной должности в Москве и ездить на Мерседесе. Алкоголики живут везде, не только в провинции. Просто в крупных городах больше возможностей для самореализации. Да то и просто работы, дворником или охранником, за которую платят какие-то деньги. Потому и едут туда из российских деревень, отрабатывают по 2 недели или месяц на износ, а дома пропивают заработанное и напоминают в конце 2-недельного запоя персонажей картин Василия Шульженко. И так всю жизнь, бесконечно повторяя этот цикл – работа, пьянка. Шульженко больше раздражает вся низость и грязь, которую он видит в обычной жизни. Наверняка он искренне переживает за этих людей, которые в силу различных обстоятельств ведут такой образ жизни и сочувствует им. Хотя иногда сквозь сочувствие пробивается и жестокая карикатура. Лучше всего наблюдать за своими недостатками со стороны, ведь в силах любого здравомыслящего человека с некоторой силой воли что-то изменить, попытаться выйти из этого заколдованного круга. Изображая Шульженко обычных персонажей, создавая картины в стиле соцреализма, то на них вряд ли кто-то обратил бы внимание, особенно в наше время. Зато такая жесткая сатира задевает за живое, позволяет по-иному взглянуть на привычные вещи, которые многие просто предпочитают не замечать. Картины Шульженко выставляют за рубежом. Правда, и там находится много недовольных, но претензии у них другие. Почему почти все персонажи пьют или курят? Неэтично изображать людей с сигаретами в зубах. Шульженко еще жаловался, что мало кто за рубежом понимает истинный посыл его картин, а к изображенным на них персонажам относятся с презрительной жалостью. По мнению художника, он пытался показать в них внутреннюю красоту и силу, которая совершенно не видна за внешними неприглядными обстоятельствами. Это не поклеп на русских людей, а желание сделать их лучше, показать их недостатки, пусть и в таком гротескном виде. Хотя подобное творчество слишком однобоко. Автор много лет жил в провинции и точно знает, люди там разные, и большинство из них совсем не походят на персонажей картин Шульженко. А такие образы скорее исключения, нежели правило. Возможно, потому картины Шульженко вызывают столько вопросов у зрителей, что это взгляд жителя мегаполиса. Кстати, сам художник говорил, что взял эти образы из своих детских воспоминаний, когда он ездил с родителями на дачу под Москвой.
А как вы относитесь к творчеству Шульженко? Пишите в комментариях.